Вы когда-нибудь представляли, что происходит, когда гаснет свет на сцене и затихают аплодисменты зрителей? Почему тщательно оберегаемый секрет Тэйона наконец раскрывается устами международной звезды Кида Лоя, оставляя Чингука безмолвным на 1000 языков? Узнайте правду о скрытых слезах, которые потрясли индустрию развлечений. Прежде чем читать дальше, оставьте комментарий со своей теорией, поставьте лайк и подпишитесь, чтобы получать эксклюзивные обновления этого подробного расследования и не пропустить ни одной детали. Чингук этого не ожидал. Кид Лой раскрыл причину слез Тэйона за кулисами. Что может быть больнее, чем видеть, как идеально собранный мировой кумир под ярким светом стадионных прожекторов внезапно разбивается вдребезги в темном углу, недоступном для объективов камер? Вы когда-нибудь задумывались, что скрывается за его культовой улыбкой и пронзительным взглядом, способным оглушить миллионы глаз? Какое бремя на самом деле несет Ким Тэйон? Мир знает их как живые легенды, олицетворение беспрецедентного успеха. Но неожиданное признание молодого австралийского музыканта Кида Лоя разорвало завесу спокойствия, окутывавшую личную жизнь участников BTS, особенно отношения между Магнетом, Чингуком и его братом Тэоном. Неожиданность возникла не из-за банальных разговоров в социальных сетях, а из-за интимной встречи звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе, которая изначально планировалась как случайное музыкальное сотрудничество, но в итоге превратилась в эмоциональное признание, изменившее мировое восприятие динамики внутри самой популярной группы в мире. Все началось холодной ночью в Калифорнии, где напряженный график и давление индустрии часто размывают грань между реальностью и профессиональными требованиями. Глобальная музыкальная индустрия сейчас сосредоточена на крупных коллаборациях. Но никто не ожидал, что сотрудничество Кида Лоя и Чингука привлечет имя Тэйона к столь деликатной теме. До сих пор публика видела Чингука только как сильную, энергичную фигуру, всегда способную поддержать своих коллег. Однако кто бы мог подумать, что за этим невежеством скрывалась рана, которую Тэйон хранил так близко к сердцу, что только такой незнакомец, как Лой, мог уловить всю остроту горя. У каждого фаната также возникает риторический вопрос: насколько хорошо лучший друг знает своего лучшего друга, если самый большой секрет раскрывается именно через слова другого человека? Кид Лой, известный своей откровенностью в текстах своих песен, случайно стал молчаливым свидетелем момента, который никогда не должен был стать достоянием общественности. В подробном интервью, которое изначально касалось творческого процесса их совместной песни, Лой, казалось, на мгновение замешкался, прежде чем наконец произнес фразу, которая мгновенно заморозила атмосферу в комнате. Он рассказал, как однажды ночью, во время отдыха между записями, он увидел Тэйона, сидящего в одиночестве в тускло освещенном заднем коридоре студии. Лой описал атмосферу не как обычный момент отдыха, а скорее как фрагмент жуткой тишины. В тот вечер во взгляде Тэйона было что-то особенное, пустота, контрастирующая с блеском его имени на рекламном щите на Таймс-сквер. Лой признался, что видел слезы, катящиеся по щекам мужчины, прозванного самым красивым мужчиной в мире, плач не от физической усталости, а от чего-то гораздо более глубокого, затрагивающего корни его существования как человека. На фоне требований быть богом для своих поклонников, невежество Чингука в этом отношении является самым захватывающим моментом. Будучи младшим братом, выросшим с Тэоном с подросткового возраста, Чингук всегда считал, что у них нерушимая связь. Однако этот отчет выявляет удивительную эмоциональную пропасть. Как мог Чингук, который всегда рядом с Тэоном на каждом концерте и в каждой поездке, не понимать, что его брат переживает такой глубокий внутренний кризис? На самом деле, небольшие подсказки уже были налицо, спрятанные в коротких видеоблогах и мимолетных, рассеянных выражениях лица перед камерой. Но все это было замаскировано нарративом счастья, навязанным индустрией. Лой рассказывает, что когда он попытался подойти к Тэйонгу в тот вечер, то увидел небольшую звезду, а молодого человека, который чувствовал себя очень одиноким на вершине мира. Этот глубокий шок становится еще более очевидным, когда Лой раскрывает короткий диалог, который у него был с Тэйонгом. Лой говорит, что Тэйонг пробормотал что-то о бремени ожиданий, которое никогда не дремлет. Это звучало как навязчивый шепот, признание того, что каждый его шаг, каждая спетая им нота несли в себе тяжесть надежд миллионов, которые никогда не давали ему возможности дышать, как обычному человеку.
Чингук, узнавший об этих подробностях только после того, как Лой рассказал ему об этом на личной встрече после окончания записи, по сообщениям, несколько минут молчал. Его обычно жизнерадостное выражение лица стало мертвенно-бледным, отражая глубокое сожаление о том, что он не смог заметить страдания человека, который ему был дороже всего. Однако почему именно сейчас? Почему Кит Лой решил поделиться этим сейчас, когда сольная карьера одного из участников находится на пике? Это искренняя забота коллеги-музыканта? Или же это скрытый посыл миру о высокой цене популярности? Нам придется глубже изучить хронологию тех ночей в Лос-Анджелесе. Студия, которая должна была стать колыбелью жизнерадостных произведений искусства, на самом деле стала свидетелем психического перерождения. Очевидцы упомянули, что энергия в комнате резко изменилась после того, как Тэйон вышел подышать свежим воздухом. В воздухе витало чувство тревоги, предчувствие того, что за закрытыми дверями происходит что-то важное. Эта история не просто о слезах кумира, а о трещинах в маске, которую мы всегда считали его настоящим лицом. Эмоциональный поворот в этом повествовании заключается в том, что мы понимаем, что наши кумиры – всего лишь люди, которых могут ранить самые простые вещи. Тэйон, несмотря на все свои достижения, все еще скучает по самым элементарным вещам, по пониманию без необходимости объяснений и по утешению без просьб. Откровение Лоя служит зеркалом для Чингука, а также для всех нас, заставляя нас смотреть дальше визуальной эстетики и музыкальных достижений в чартах. В плаче Тэйона есть всеобщая печаль, тоска по свободе, которую он, возможно, никогда полностью не обретет, пока остается под сиянием неоновых огней. В каждой детали, которой делится Лой, скрыты подсказки о том, как на самом деле складываются отношения между участниками BTS под огромным давлением. Хотя их часто называют семьей, тот факт, что есть вещи, которыми они не могут поделиться даже со своими братьями, показывает, насколько изолировано их положение. Чингук, возможно, считает, что знает Тёнга лучше всех, но признание Лоя доказывает, что у Тёнга есть темные стороны, которые он намеренно скрывает даже от самых любимых людей. Это поднимает тревожный вопрос: не слишком ли много эмоциональных жертв принес один человек для глобального успеха BTS? Кульминацией этой ранней сцены становится осознание Чингуком того, что все это время он, возможно, был слишком занят собственным развитием, чтобы не заметить хрупкость своей опоры. Это расследование приведет нас к бессонным ночам в Сеуле, к неотправленным сообщениям и к молчаливым разговорам на борту частного самолета, пересекшего океан. Секреты, которые раскрывает Лой, лишь верхушка гораздо большего и холодного айсберга. Мы начинаем видеть, что история прочной дружбы подвергается испытанию реальностью психического здоровья и изоляции знаменитостей. Неоспоримо, что эта новость потрясла основы фандома во всем мире. Завлекающие заголовки в социальных сетях могут показаться чрезмерными, но, послушав, как Лой описывает вибрацию голоса Тэйона в тот момент, вы поймете, что это не просто сенсация. Это современная трагедия, обернутая в поп-музыку. Почему Тэйон плачет? Из-за Чингука? Или из-за чего-то гораздо более мрачного, связанного с их будущим как группы? Лой намекает, что в водовороте эмоций той ночи был еще кто-то, имя, упоминание которого вызвало бы еще больший резонанс. Каждое слово, слетевшее из губ Лой, казалось кинжалом, пронзающим уверенность фанатов, которые верили, что у их кумира все хорошо. Повествование развивается в ускоряющемся ритме, перенося нас из роскошных студий в Лос-Анджелесе в холодные залы ожидания за кулисами крупных концертов. Мы увидим, как Чингук начинает пытаться восстановить свои воспоминания, пытаясь понять, где он упустил знаки. Это когда Тэйон отказывается ужинать вместе в отеле? Или когда Тэйон решает всю 10-часовую поездку на самолете ходить в наушниках, избегая любых разговоров? Со временем информация о Лое начала доходить до руководства, создавая новое напряжение за кулисами Big Hit Music. Были попытки замять эту историю, но откровенность Лоя уже стала достоянием общественности. Ситуация накалилась, когда некоторые сотрудники, находившиеся на месте событий в ту ночь, начали анонимно говорить, подтверждая, что атмосфера между Чингуком и Тэйоном действительно была необычной в тот период. Они описывают невидимую, но глубоко ощущаемую дистанцию, напряжение, которое может возникнуть только из-за невысказанной боли. Эта новость,
не просто об одном моменте слез, а о накоплении стрессовых лет, которые, наконец, достигли точки кипения. Тэйон, которого часто считают самым экспрессивным, но в то же время загадочным участником группы, похоже, достиг предела своей способности притворяться. А Чингук, всегда бывший защитником, теперь должен столкнуться с тем фактом, что самый большой враг его брата — это не хейтеры или СМИ, а чувство печали, растущее внутри него самого. Лой, как сторонний наблюдатель, предлагает объективную, но сочувственную точку зрения, что делает его признание гораздо более правдоподобным и болезненным. Что произойдет после этого? Как отреагирует Тэйон, когда узнает, что его самый уязвимый момент был раскрыт кем-то, кого он только что встретил? И что еще важнее, как Чингук поступит с Тэоном после того, как эта горькая правда откроется? Мы стоим на пороге еще большего откровения, где каждый слой истории будет все глубже раскрывать то, что на самом деле происходит за кулисами этой грандиозной сцены. Любопытство читателя будет постоянно подпитываться, потому что каждая новая деталь открывает дверь к еще более тревожным вопросам. В разгар неугасающей суматохи музыкальной индустрии, эта минута тишины в коридоре студии стала леденящим душу напоминанием о том, что за каждой хитовой песней стоит цена. Возможно, Кит Лой не хотел устраивать скандал, но он открыл ящик Пандоры, который тщательно охранялся к поп-индустрией. Этот секрет больше не принадлежит им. Он стал достоянием всего мира, заставляя всех остановиться и прислушаться к крикам, заглушенным шумом аплодисментов. Напряжение нарастает, и это только начало долгих поисков того, что на самом деле произошло в ту судьбоносную ночь. Чингук сейчас находится на распутье между гневом от чувства предательства и глубокой печалью от того, что он не смог быть чутким братом. Тем временем мир, затаив дыхание, ждет, можно ли залатать эту трещину или это начало конца эпохи. Нам следует подготовиться к более глубокому погружению в следующие главы, где каждое слово откроет новые, невообразимые сюрпризы. Тень за сценой начала говорить, и ее голос был намного громче, чем мы ожидали. Показания Лоя продолжаются с более подробным описанием реакции Чингука, когда он впервые услышал эту историю. Лой рассказал, что глаза Чингука были затуманены, не от гнева на Лоя за подслушивание или наблюдение за происходящим, а от разочарования в самом себе. Чингук неоднократно задавал один и тот же вопрос: неужели он действительно выглядит таким грустным? Вопросы, которые показывают, насколько Чингук растерян в понимании самых близких ему людей. Лой мог только кивать, давая молчание как самый честный ответ. Напряжение в этом повествовании продолжает нарастать благодаря описанию того, как изменилась рабочая атмосфера между ними после инцидента. Запись песни, которая должна была быть полна смеха и юношеской энергии, превратилась в сессию, полную осторожности. Каждый раз, когда Тэйон входил в комнату, казалось, что эмоциональное бремя давит на все вокруг. Чингук пытается вести себя непринужденно, но его взгляд продолжает следить за каждым движением Тэйона, ища подтверждение истории Лоя в каждом вздохе брата. Это настоящая драма, которая так и не была показана в их официальном документальном фильме, реальность гораздо более откровенная и честная, чем все, что мы когда-либо видели на экране. Все эти элементы, риторические вопросы о верности, кликбейт об эмоциональном предательстве, скрытые подсказки в их взаимодействиях и глубокий шок из уст международного очевидца сливаются в один поток новостей неоспоримой силы. Мы говорим не о вымысле. Мы говорим о сломленных человеческих чувствах посреди славы. Слезы Тэйона — это не просто слезы. Это декларация человеческой хрупкости, о которой часто забывают те из нас, кто просто наслаждается их творением. А признание Лоя стало ключом, открывшим дверь к более мрачной и эмоциональной правде, скрытой за блеском мировой сцены. После зловещей тишины, оставленной признанием Кида Лоя в Лос-Анджелесской студии, в воздухе повис большой вопрос, словно густой туман, не желающий рассеиваться. Что именно заставляет Ким Тэйона, человека, у которого, как считается, есть все, чувствовать себя настолько одиноким, что ему приходится проливать слезы в холодном углу студии? Было ли это просто умственное истощение от невыносимого графика? Или это было нечто более систематическое, неписанное правило, которое годами ограничивало его эмоциональную свободу? Мы часто воспринимаем близость между Чингуком и Тэоном как нечто естественное, как чистое братство.
Но что, если именно эта близость является причиной скрытых страданий? Может быть, за кулисами есть те, кто считает, что их сильная эмоциональная связь на самом деле угрожает стабильности имиджа группы? Это подробное исследование возвращает нас к периоду с 2023 по начало 2026 года, когда внутренняя динамика BTS начала претерпевать очень тонкие, но значительные изменения. Если внимательно посмотреть на все официально выпущенные закулисные видеозаписи, можно заметить тревожную закономерность. Почему в некоторых ключевых моментах взаимодействие между Чингуком и Тэоном, кажется, намеренно разделено монтажным решением? Почему есть моменты, когда они, кажется, хотят поговорить, но их сдерживает пристальный взгляд сотрудников менеджмента, стоящих вне поля зрения камеры?